Было совещание Верховного Совета, где выставили мой проект и тот проект, который утвердила Геральдическая комиссия. И большинством голосов прошел мой проект, и с тех пор он стал гербом. И вот когда меня спрашивают, ты автор герба, я говорю, нет, я только посредник. Автором наши предки. Полумесяц или вот это вот щит амазонок, так называемый, полумесяцем, это символ материального мира, то есть наша Земля. И то, что он, цветовая символика, его красный цвет, это здоровье, физическая активность, энергия, сила жизни. Мы оформили эту собственность и пользовались этой землей на выпаса, на покосы. А теперь Майорых изъял эти земли под свои якобы нужды для добычи, разведки угля. И там для отвалов в непосредственной близости. Наш участок недалеко находится от деревни, где-то километра полтора, наверное. И вот они даже его изъяли, что нет, 1,3 метров. Даже его изъяли под свои нужды. И знать, что там будет. Разрез, отвалы от разреза. Тот участок, который изъяли, он использовался у нас под пастбище для наших коровушек. И пока сейчас они сюда еще не зашли, я имею в виду, разрез еще не зашел, но мы в суд подавали, проиграли суды, что незаконное изъятие земель сельхозназначения под промышленные. Вот этим мы живем без овец. Что за хакасская семья? Конечно, мы традиционно держим овец и скот. Днем они остаются у нас здесь. Муж каждый день возит, ездит за стеном, привозит зеленые травки, накашивает. Скажите, а что едет сейчас? Вот, пожалуйста, наши родные угольщики. Так, один, значит, порожнее идет, один с углем. Ну, придется их тогда убрать всех. Все хозяйство будем убирать. Если у нас не получится победить этот разрез. Лишение людей права на эти земельные участки, и потом, получается, в последующем их использование для добычи полезных ископаемых, повлечет за собой необходимость этим людям покидать эти места. Ну, они остаются, во-первых, без дохода, а потом они будут вынуждены переезжать, поскольку качество жизни снизится на несколько порядков, поскольку практически невозможно будет жить рядом с разрезом. Тамка едіп, сырырге шеттіршем. Сök, sök, sök.
на каких основаниях вот сейчас такие неизвестно откуда взявшиеся компании вдруг могут себе позволить похабить, разрывать и разрушать вообще вот ту идиллию, в которой жил черноголовый народ. Получается, мы же как разрез наш выгнал оттуда, я так это назову, больше, чем там было все взаимно. Мы за год вот с братом и с помощью друзей построили вот на новом месте новое хозяйство. Построили избу, баню. Они начали, окопали там все, и там невозможно было скот уже гонять, пасти, потому что здесь куча, там куча, грузовики ездят, пыль стоит. И поэтому с братом приняли решение продать этот участок и уйти от них чуть-чуть. Тут недалеко, ну как бы все равно поспокойнее, чем там было. Столько денег подзаработать, сходить, узнать. Может, дадут в собственность. А и то тоже дадут в собственность. А смысл оформлять ее, если может прийти какой-то другой, более богатый человек, чем ты, и сказать: я покупаю у тебя, потому что я тут вот недра купил, сейчас здесь газ буду добывать, вот твой хутор здесь не нужен, тут сейчас будем буровую там ставить и тому подобное. Изъятие земельных участков и последующее, в принципе, реальное уничтожение земли, люди будут покидать эти места, терять язык, культуру. Ну и, в принципе, исходя из этого комплексного загрязнения, в принципе, вообще получается сократится уровень жизни. Не уровень, а продолжительность жизни. Вообще известный факт, допустим, соседи нашей Кемеровской области, их же продолжительность жизни меньше, чем среднероссийская. Затем заболеваемость, онкология, ну и все сопутствующие респираторные заболевания. То есть это в любом случае будет бить по нашему этносу. Вот вообще Хакасия, да, она испоконно была животноводческим районом, как говорится. Ну, не районом, а прямо вот отрасль, прямо животноводы. Тут отары, табуны, коров, лошадей, коз. Но я не знаю, как дальше жить-то. Вот пыль видели, это сплошная пыль, сплошная пыль. Ну, от пыли куда денешься? Никуда. Взрывы. Как грохотнет, так грохотнет. У меня печка аж подпрыгивает. Вода. Вода уже уходит. Уже вот сверху до полдеревни уже нету воды. Вот люди уже забивают скважины, углубляются до воды. Ну, а в итоге, я не знаю, дальше это все будет. У нас вообще воды не будет. Ну вот мои компаньоны, как говорится, ну, решили завязать с этим делом, с крестьянством, с фермерством. Ну потому что перспективы уже не видать. Вот отвалы, да, пастбищ уже не будет,
сенокосных угодий не будет, потому что там уже не трава будет, а сплошная пыль будет. Вот эта вся угольная пыль. Ну тут, ну где тут на отвалах можно будет скот разводить? Вот я вот тоже смотрю, ну где? На отвалах прямо, я говорю, скоро к ним уже загоню туда на разрез. А тару загоню, с коровами загоню. Кони-то у меня так и так там лазят. Вот загоню и прямо буду по отвалам ходить. Больше мне как? Больше мне деваться уже некуда. Озеро, которое славилось, к которому относились как к самому святому источнику, поскольку Майрых – это лона Матери Земли, которую олицетворялись величайшей богиня Ямай. Это именно в ее лоне мы, наш мир искусственный, сотворенный, к которому мы приходим сюда как гости, оно так это лона богини, матери земли хакасской. И оно так изуродовано, испохаблено, из какой-то алчности. И ничего человеческого в тех, кто этим занимается, ничего нет человеческого. И как можно с ними разговаривать, как с ними можно договариваться, если у них вообще нет святого?